Всех приветствую, друзья! В этом видео я расскажу о том, как прошла миграция в 3566, рассмотрим подробно наших новых игроков, поговорим о предстоящем КВК, ведь в записи я уже говорил о том, что регистрация уже будет совсем скоро, и поговорим о том, как я готовлюсь к КВК и как к нему готовится наше КД. И самое главное, поговорим о планируемом будущем нашего королевства, тему, которую поднял наш король. К моему удивлению, он первый связался со мной в личке и представил, если не план, то ближайшую цель и видящуюся перспективу королевства 3566. И давайте же начнем все по порядку. Начнем с миграции. Миграцию нашу можно условно разделить на два этапа. Это ближайшую и дальнейшую. Так как не все мигранты прилетели к нам в один момент, это произошло такой вот волной. После КВК это одно количество игроков, потом затишье, и уже после определенного времени прилетело еще какое-то количество игроков. Также у нас был небольшой отток игроков, а именно улетели 2 игрока с R4 состава, может даже больше, но я знаю конкретно, что именно с R4 состава улетело 2 игрока, к сожалению, но это не ухудшило состояние Альянса, на их место сразу же встали другие новые лица. В общем, наша КД приняло 30 игроков, и давайте же посмотрим на них, но не будем сильно останавливаться на каждом, пройдемся очень быстро. Для нас самое главное это посмотреть мощь аккаунта, количество КП, максимальная тяжесть за КВК и максимальная мощь аккаунта. И заходим в наш альянс, видим, что все новые игроки находятся у нас благополучно сидят в ранге 3. Это очень удобно, это очень хорошо. И, как я уже сказал, ровно 30 игроков мы приняли новых. И давайте же пройдемся по каждому из них, но не будем озвучивать именно каждого, останавливаться на каждом. Просмотрим сначала двух первых игроков, я их озвучу, и дальше уже пойдет разбор под веселую музычку. И давайте же начнем с первого игрока, это Rave X Wing. Что сразу бросается в глаза, так это мощь. 120 миллионов мощи, это очень здорово, получается этот игрок становится в нашем королевстве таким неким хитом. Да, 4 место он занимает по общей мощи, и это очень хорошо, это очень здорово, что подобный игрок появился у нас в королевстве. И давайте же посмотрим, на что способен, что делает данный игрок на КВК. Значит, очки убийств 6,5 миллиардов, и на чем они строятся. Очень мало Т1, Т2, Т3, это хорошо, и видим, что Т5 в разы больше, чем Т4, это очень круто, и максимально воинов убил он 59 миллионов, это очень здорово. И максимально воинов вылечено 50 миллионов, то есть размен в его пользу. И с учетом того, что Т1 вообще практически нету, можно сказать, что данный игрок делает свою статистику именно на поле боя, без всякого там размена Т1 юнитами. Идем дальше, это подробнее, максимальная мощь 163 миллиона, это просто круто. То есть видим, что данному игроку есть куда расти, но как бы ожидать от него того, что к первым боям он достигнет подобной мощи, не стоит, потому что как бы это мощь, которую он когда-то сделал, и это не означает, что он держит планку этой мощи на постоянной основе, поэтому может к первым боям он еще сделает около, ну, поднимет 2-3 миллиона, а в принципе 163 миллиона от него ждать не стоит. Ну, в принципе, даже так, на таком уровне мощи он будет как бы приносить пользу, это 100%. Мертвых у него 24 миллиона, это хорошо, и в принципе по командирам смотреть тут как бы, ну как, нечего, все по мете, все по мете. И переходим к следующему игроку, это Казан Стронг. Имеет данный игрок 104 миллиона мощи на данный момент, это хорошо, он у нас получается тоже такой некий, ну, кит, да, на 6-м месте, это здорово. И смотрим дальше, значит, по статистике очков убийства у него 4,5 миллиардов, и из чего они состоят. 41 миллион Т1, это сразу бросается в глаза, и если не пугает, то как бы настораживает, но да ладно.
Т4 у него 131 миллион, и с Т5 у него 162 миллиона. Это хорошо, что Т5 превосходят по количеству Т4, и максимально он сделал 30 миллионов, 30 закрывается, это хорошо, но с учетом того, что имеется Т1, это, ну, такой вопросик, и максимально воинов вылечено 30 миллионов, то есть размен 1 к 1, это хорошо, подробнее. Максимальная мощь у него 117 миллионов, это в принципе хорошо, то есть видим, что игрок действительно качает мощь, и что самое главное, мертвых у него 46 миллионов. Это говорит о том, что игрок действительно такой вот боевой, который, ну, наверное, делает ралли, либо же свормит флаги, крепит. Это все очень и очень здорово. По командирам, ну, опять же, все, абсолютно все по мете. И давайте же посмотрим на следующего игрока, на следующих двух, можно сказать, даже не побоюсь этого слова, китов нашего КД. Это игрок же Бредба. Бредба у нас имеет 107 миллионов мощи, это хорошо, и очки убийств 4 миллиарда очков убийств, и как же больно смотреть на это, и очень пугающее количество Т1 игроков, точнее киллпоинтов, 130 миллионов Т1, это что-то как-то очень настороженно и прям, ну, действительно, так, большой вопросик, как данный игрок закрывает, получается, свою, ну что он, 30-ку закрывает и 37 лечит. То есть здесь прям вообще вопросики, но как бы ладно. Т4 115 и Т5 159. Это уже радует, что Т5 на хорошем количестве и превосходят Т4. Дальше идем. Это максимальная мощь 113 миллионов. То есть видим, что игрок в принципе вполне еще может вырасти. Но я думаю, что к первым боям около, ну, 100, 110. 110 это максимальное, что можно будет сделать данному игроку, хотя не факт, мертвых 50 миллионов, это даже больше, чем у нашего прошлого игрока Казан Стронга, то есть данный игрок также свормит, ралли делает и крепит флаги, это хорошо, но вот, конечно, по части Т1 это, конечно, настораживает, но в принципе как бы поспешных решений каких-то делать не стоит, все будет уже видно на самом КВК. По командирам, ну, видим, что Гарго имеется, то есть данный игрок выступает как дефер флагов, это хорошо, такие игроки нам тоже нужны в королевстве. И, в принципе, аккаунт Жебрейтба это аккаунт действительно боевого игрока. И дальше переходим к нашему R4. Получается Ж Кирилл или Сирил. Ж Кайрил или Кирилл, не знаю как правильно. В общем, данный игрок имеет 101 миллион мощи на данный момент и 6,5 миллиардов КП. И из чего они состоят? Опять же, видим, что 79 миллионов Т1 это настораживает, но как бы ладно. И Т4 200 миллионов, и Т5 235. Это, в принципе, это хорошо, хорошее количество. Ну, видим, что Т5 больше, чем Т4. Это приятно, это хорошо. И максимально воинов убито 38 миллионов. Ну, округлим 39, 38 938, 39 миллионов. Это хороший показатель, но с учетом Т1, конечно, под вопросом. Максимально воинов вылечено 31, то есть размен в его пользу. И подробнее, данный игрок может иметь 109 миллионов мощи. Но, опять же, как я сказал, к первым боям, возможно, данный игрок, ну, опять же, не сделает такую мощь, но, в принципе, что-то близкое к этому, может 104-105 миллионов сделать возможно. И мертвых 35 миллионов, это хорошо. И вот мы с вами рассмотрели 4 самых главных игроков, новых игроков, которые появились у нас в королевстве. Можно сказать, даже таких вот
китов, которые, получается, прилетели к нам и вот пополнили наши ряды. До этого у нас было не очень много китов, но достаточно сильных. Это вот Сэм, Капитан Марвел, Аймдон и еще вот Исуку. Но теперь их стало больше, и как раз таки вот они по порядочку идут. Рейв X Wing, Ж Бредба, Казан Стронг и Ж Кирилл. Я так понимаю, что Ж Бредба и Ж Кирилл это у нас два игрока с одного королевства, с одного альянса. Даже возможно, ну оно так и есть. И в принципе то, что еще можно отметить, что данные игроки находятся у нас в R4 составе. Ж Бредба и Ж Кирилл. Это говорит о том, что король как бы не зря поставил их. Возможно, у них есть какие-то руководящие навыки, и данные игроки проявляли себя на своем королевстве как руководящий состав. Это хорошо, это здорово. И, в принципе, здорово, в общем, что появились такие мощные игроки, которые как раз-таки будут выступать в роли как деферов и ролистов. Ну, в особенности, я уверен, таковым будет и является Рейв X Wing, потому что, но то, что мы с вами увидели, это действительно очень и очень здорово. И давайте же пройдемся по всем остальным игрокам, но быстренько под веселую музычку. Это будет выглядеть следующим образом. То есть захожу на аккаунт, мощь, виднеется очки убийств, сразу смотрим подробнее. Потом дальше подробнее максимальная мощь мертвых и дальше максимально воинов убито и вылечено. Это будет происходить вот таким вот образом. И давайте же с вами начнем. Been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, far from the end. So I'm full speed ahead. Вот, к данному игроку есть больше всего вопросов, но не будем, как говорится, рубить с плеча. Возможно, данный аккаунт как-то был заброшен или еще что-то. Я не знаю точно, что было с этим аккаунтом. Просто, конечно, удивляет то количество мощи и то количество киллпоинтов, которые имеет данный аккаунт. Возможно, это вообще ферма или еще что-то. Но не будем спешить с выводами. Дадим данному игроку шанс, потому что, как я говорил не раз в своих видеороликах, о том, что на хорошем КД количество КП это дело исправимое, поэтому всегда нужно давать, так сказать, второй шанс игроку. Поэтому все будет видно уже на поле боя, на самом КВК, это все будет раскрыто. К данному игроку также есть небольшие вопросики. В принципе, очков убийств, достаточно много. Нормальное количество. Вот, опять же, видим, что, все же Т1 имеются. И что самое интересное, это максимально воинов убито. Это 3,5 миллиона при такой вот мощи в 68 миллионов. И максимальная мощь у него 82 миллиона. Это было и мертвых 31. То есть к данному аккаунту есть также вопросики, как к предыдущему аккаунту, но, опять же говорю, рубить с плеча мы не будем и вешать каких-то ярлыков тоже, поэтому, как говорится, дадим шанс данному игроку и уже посмотрим на деле его на самом КВК.
Если смотреть в целом, то миграцию наша КД приняла хорошую. Могу выделить то, что все игроки это игроки с Т5, это уже хорошо. В целом у всех игроков, просматривая каждого игрока, мы видим, что статистика у каждого хорошая. Даже видим, что есть и фри-то-плей игроки, которые сделали 15-20 миллионов тяжей за КВК максимально. Но это хорошо. И остается лишь дождаться КВК, открытия первых проходов, чтобы уже, как говорится, воочию увидеть их в деле на поле боя. Так сказать, слова словами, статистика статистикой, но это все желательно подкреплять делом. Но в целом миграцию, еще раз повторюсь, наша КД приняла хорошую. Можно сказать, даже по баллам это 8,5 из 10. Регистрация на КВК у нас состоится 21 ноября. Это уже через 14 дней, это точная дата. Король присылал письмо, где и было написано все четко черным по бежевому. И пока я еще не могу понять, или тут явно не написано, на какой сюжет мы будем регистрироваться. Но это уже не особо меня как-то волнует, будет ли это снова формат героический гимн или что-то новое. В принципе, сейчас уже не имеет какого-то сильного значения лично для меня. Главное, что мы хоть куда-то пойдем и уже наконец-то начнется хоть какое-то движение. Хотя было бы, конечно, здорово пойти на какой-нибудь другой формат, но это уже будет зависеть от ситуации, от нашего руководства, куда мы успеем зарегистрироваться. КВК я готовлюсь уже начиная с конца прошлого КВК, так как напоминаю, что на прошлом КВК под конец я открыл себе Т5, потратив очень и очень много ускорений. И вот сейчас к этому моменту через форты, донат, варваров и ивенты, замечу, что донат именно в альянсе и так далее, я смог накопить 130 дней универсалок и 30 дней лечения, что достаточно неплохо. И, в принципе, забегая наперед, примерно сообразив, то к первым боям на КВК, учитывая и прибавляя ускорение с мародеров, с фортов, с ивентов и, наконец-то, с захвата построек, к первым боям я смогу накопить около 200-250 дней, если не больше. Давайте возьмем верхний предел, это 300 дней ускорений. И этого, в принципе, мне должно точно хватить, чтобы хорошо отыграть все КВК. Ведь вспоминая то, сколько войск я вылечил на прошлом КВК, а это 12 миллионов Т4 войск, это 220 дней ускорения, но с учетом того, что теперь я Т5 игрок, и учитывая размен, то, возможно, ускорение уйдет намного меньше. По ресурсам я не волнуюсь от слова совсем, так как, подсчитав те ресурсы, которые у меня сейчас находятся в открытом доступе на своем основном аккаунте и на моих фермах, то у меня вышло, что кукурузы у меня будет 1 400 000, камня 1 600 000 и золота у меня будет ровно 1 миллиард. Этого, я думаю, мне должно хватить, но даже если этого не хватит, то в сумке у меня есть ресурсы, которые я также не побоюсь использовать в случае крайней необходимости, но я думаю, что подобного не случится и ресурсов у меня хватит тех, которые я накопал своими фермами. По командирам также будут изменения и очень даже хорошие. Новый конь, это либо Ахиллес, либо новый конь. Почему так? Потому что вроде бы с новым конем все не так однозначно, как хотелось бы, все не так точно. Вроде бы он и новый кавалерист, и вроде бы все хорошо, но у него урон в одну цель, и это уже сразу настораживает. Так что ждем разбора от культа Минамото и сравнений, что лучше Ахиллес, либо же новый конь. Но это тема совершенно другого видео. Значит, новый конь, либо же Ахиллес с Артуром. Хо идет к Жанке. И вот у меня уже два хороших марша. И оба они будут одеты также хорошо. Ну, один марш точно хорошо, а другой неплохо. Строи. Строи также подвергнутся изменению, а точнее строй дельта я буду усиливать. И с получением нового коня на стриме я все это буду делать. Все это дело прокачивать и нового командира. И открывать все эти золотые и эпические сундуки с вооружением, которые я копил, но очень и очень долго, как раз таки, чтобы все это дело открыть на стриме и усилиться к КВК.
Сейчас наш альянс имеет 7,5 миллиардов мощи, и этот показатель радует глаз, так как если вы помните, а если не помните, то я вам напомню, что после КВК наш альянс был в достаточно плачевном состоянии, так как из-за отлета очень большого числа игроков по причинам невыполнения норм на КВК. Плюс ко всему это просто игроки, которые, скажем так, к этому моменту не смогли догнать уровень нашего КД. Их попросили вежливо покинуть королевство, а если же они не смогли этого сделать по тем или иным причинам, то они были, к сожалению, все обнулены. И вот из-за всех этих махинаций наша мощь упала до отметки в 5 миллиардов мощи. И на фоне этого даже записал видеоролик, потому что это был пик моей паники, скажем так. Я метался и не знал, куда же мне деться. Но потом наша мощь начала потихонечку расти с приходом каждой волной мигрантов, и вот она дошла до отметки в 7,5 миллиардов мощи, что очень и очень здорово. Мы бэшка вроде как, и это хорошо, это ни в коем случае неплохо. Можем посмотреть по статистике, что у нас имеется всего 2 буквы С, это в развитии и в мощи. Но, как я понял, буква С в развитии ничего особого не означает, так как даже у КД, который находится на 25-й позиции в рейтинге, также имеется данная буква в развитии, но это не мешает им в остальном быть лучше и находиться за счет этого на хорошей позиции в рейтинге. Мы переходим к главной части видео, где я озвучу свое мнение по поводу всего, абсолютно всего, то, что касается нашего королевства. Хочу поведать вам свое мнение, которое вышло у меня в ходе просмотра одного видео, а именно видео автора канала Fisher Mamba. Ссылка на его видео будет в описании, при желании посмотрите его, ведь в нем скрыто то, что я взял для себя и перефразировал на свой лад. Мне очень нравится и даже, можно сказать, комфортно на данный момент играть в КД 3566. И единственное, что меня интересует, это то, чтобы получать удовольствие от игры. Ну, это как бы понятное и естественное желание каждого игрока. Поэтому я уже перестал искать королевство, паникуя и пытаясь поскорее улететь с 3566 в более, в кавычках, сильное королевство. Ведь сейчас, как я считаю, я уже нахожусь в очень и даже очень мощном и активном королевстве. И исходя из всего этого, я сейчас просто спокойно готовлюсь к КВК, совершенно не беспокоюсь о том, чтобы искать себе новое КД. И как вы поняли по сказанному выше пункту о том, как я готовлюсь к КВК, готовлюсь я очень активно и планирую отыграть снова же его на высоком уровне, так как сейчас я верю в наше КД как никогда. И переходя плавно к подтеме о будущем королевства, то тут могу отметить, что король связался со мной и просветил меня о дальнейших планах на королевство. Король написал, что планирует в дальнейшем, чтобы наше КД переходило в ранг А, и это очень здорово. Да, можно сказать, что это всего лишь слова и так далее, но главное, что теперь мы с королем, можно сказать, едины в этом стремлении. И как можно подметить, читая между строк, не только мы вдвоем хотим этого. И тут даже главное не тот факт, что было сказано, а что это было сказано. Ведь теперь у нашего КД совсем другой настрой. Если раньше я с королем практически не общался, да и в принципе было все не так ясно, что нас ждет впереди, какие у нас цели, какие у нас планы и так далее, то сейчас все стало немножечко яснее, как луч солнца, и остается лишь действовать. А действия очень просты. Это выиграть КВК, забрать звезду и принять хорошую миграцию. Как говорится, план надежный, как швейцарские часы. Поэтому я буду делать все, что будет в моих силах на поле боя, на КВК, сохраняя позитивный настрой, и тогда, как говорится, с Божьей помощью, следующее КВК для 3566 может стать феноменальным, на котором мы сможем забрать звезду и тем самым принять хорошую миграцию, ну и дальше двигаться в сторону роста. А на этом данный видеоролик подходит к своему логическому концу. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, а мы с вами увидимся уже в следующем видео, либо же на стриме. Всем пока!